Привет всем! Вы на канале «Замуж в Индию». Сегодня мы планируем ночевать всей семьей посреди леса в палатке. Как это будет, что из этого выйдет, вы узнаете вместе с нами. Да, у меня, в принципе, опыт есть. Я ночевала в палатках в детстве, но вот так вот, чтобы ночевать в индийских джунглях, такого у меня еще, конечно же, не было. И, естественно, я сейчас побаиваюсь, переживаю, не представляю вообще, как это все будет. Может быть, мы замерзнем, может быть, какой-то зверь может подкрасться, потому что, реально, здесь у нас в Матаране водятся ягуары, водятся олени. Оленей мы видели как-то недавно с Артуром, когда в школу шли. И все это по ночам, я так думаю, что активируется и может подойти близко к нам. Я не боюсь. Если тигр ко мне придет, я кину просто ему камень и все. С древних времен отпугивали же динозавров как-то. А динозавры еще хуже тигра. Кинул какой-то камень или зажег какую-то ветку огромную. Но это редкий случай. Надо дождаться. Надо сначала поджечь, а потом уже бороться. Если найдется тигр, тогда мы кинем камень. Если не будет у нас камня, а будет огонь, тогда мы кинем в его какую-то палку горячую. И все. Да, так что с таким защитником, я думаю, можно расслабиться. Артур знает, как себя вести с хищными животными. Вы видите, какая темень. Сейчас 7 часов вечера и уже вот ночь. Мы сейчас на главной улице, здесь очень много людей. И вот решили еще по дороге зайти в небольшое кафе, поесть пани-пури. Здесь именно в этом кафе готовят пани-пури в перчатках, поэтому мы приходим именно сюда. Так, вот принесли. Словами не описать, нужно только попробовать. Мы регулярно ходим именно сюда, именно в это кафе, потому что здесь, и только здесь, во всяком случае в нашем поселке, готовят эти пани-пури в перчатках. Вы видите, я специально навела камеру. Надо очень широко раскрыть рот. Вот так вот. И это что? Шоупури. Еще одно блюдо принесли. Мама. Вич? Шоупури. Шоупури. Мамочка. Такой вот, смотрите, коржик. И сверху тут много чего. И лук, и помидоры, какие-то соусы. Сейчас пробуем. То есть кажется, что здесь несочетаемые ингредиенты, но все на самом деле очень вкусно получается. Вот, а Артуру мы заказали вот такие вот тосты, чиз и баттер, то есть с сыром и с маслом. Он не ест пури, не нравится ему, для него это острая еда. Уплетает прям так с удовольствием. Ну вот, уже становится пострашнее. Вот видите, мы зашли в лес. С этой стороны лес дремучий. Тут какой-то отель. Здесь тоже, смотрите, здесь еще так, более или менее, еще какая-то цивилизация. Вон главная дорога. И мы сворачиваем вот по этой дороге, будем идти где-то минут 20 в глубину леса. И Артур вспомнил, что мы когда-то сюда шли именно по этой дороге в приют для коров. И он сейчас говорит: папа, я не хочу жить с коровами. Вот, ребята, за этой решеткой находится помещение, где сейчас спят, отдыхают коровки. Кстати, я об этом снимала видео, достаточно интересное. Многих, я помню, интересовал вопрос о бродячих коровах. И вот в этом видео я все подробно рассказываю. Может быть, получится оставить ссылочку, чтобы вы зашли, посмотрели. Видео старое, но заслуживает вашего внимания. Боже, уже какие-то шорохи слышно повсюду. Мне уже Парам, wait! Подожди, я сама тут отстала, боюсь. Так, вроде бы мы подошли, вроде бы мы пришли. Смотрите, вокруг лес, а здесь отель.
Ну что ж, ребята, не такое уж это и дикое местечко. Вы видите, здесь есть столики, все условия. Еще даже музыка играет где-то вдали. И вот, смотрите, нас угостили вот таким вот барбекю, печеный панир на костре с соусом. И вот этот вот парень, Сачин Бай, друг моего мужа. Собственно, он нас сюда и пригласил. Он здесь работает менеджером. Ну и, собственно, в одной из этих палаток мы сегодня будем ночевать. Огромная территория, и все это находится посреди леса. Интересно, необычное место. То есть, с одной стороны палатки, с другой стороны лес. И тут же музыка. Добила. Так, ну это типа нашего бильярда, только... Хорошо. Не будем отвлекаться. Вот эта вот девушка со мной только что познакомилась. Она увидела, что я достала камеру, заинтересовалась, спросила, что у вас свой YouTube-канал. Я говорю, да. Она говорит, ой, у меня тоже. Ну и вот мы сейчас обмениваемся линками. Ну то есть я не могу просто сказать название своего канала, но она не сможет найти его. Поэтому мы ссылочку вот сейчас они с Парамом там по WhatsApp отправят друг другу ссылочки. Вот, а я хотела вам показать туалет. Здесь есть туалет специально для жителей кемпинга. Так, ну вот, ребята, туалет, ну, вроде бы как такой достаточно неплохой, чистенький, уютный. Посмотрите, какие здесь умывальнички достаточно современные, хорошего качества, зеркало. Ну, вроде как все отлично, но один момент я не могу понять, ну, вот как можно было такую вот, ну, мягко говоря, ошибочку допустить. И сделали вот здесь, смотрите, вот с внешней стороны они поставили, как это, засовы. То есть закрывается с этой стороны, да, все отлично. А с внутренней стороны их нет. То есть ты сидишь в туалете и придерживаешь дверь чем-нибудь, я не знаю, ногой там или рукой свободной. Ну, в общем, как-то так. Совсем неудобно в общественном туалете, когда дверь не закрывается изнутри. А так все, конечно, классно. Ну. Вот, эта девушка все еще общается с Парамом. У них, говорит, тоже канал, ну, о путешествиях. То есть ее и ее друга, они вместе снимают видео. Так, а здесь что? Смотрите, Артур познакомился с собачками. Боже, какая прелесть. Мяу, говорит Артур. Ну, пусть побегает, наверное, уже. Вот, еще хочу вам показать, какое еще здесь есть развлечение интересное. Смотрите, здесь показывают кино. Вот таким вот образом натянули простынь и будут... Ну, я не знаю, будут или не будут нас зрителей что-то не очень много. Туристов. Сегодня у нас воскресенье на понедельник. То есть такие дни, естественно, очень мало людей. А вот, допустим, вчера, с субботы на воскресенье, было 200 человек в этом отеле, ну как это назвать, в этом месте отдыха. Наша палатка. Давай. Так, это. Ну как? Одеяло. Одеяло есть, причем 3. И еще. Артуру нравится, еще есть окошко, да? Good morning, Парам. Good morning, Доброе утро всем. Мы проснулись. Сейчас я буду делиться впечатлениями о проведенной ночи в джунглях. Так, ну что я могу сказать по поводу палатки? Я сейчас рассказываю и вижу, что там скачут обезьяны. В общем, по поводу палатки... Все-таки я покажу вам. Здесь натянули над нами, над жителями палаточного городка сетки.
Ну, я так понимаю, что это какая-то защита, может быть, чтобы ветки там не упали на голову или еще что-то. Вот, и по этим сеткам сейчас скачут обезьянки. Такое для них веселое развлечение. Так вот, ну, по поводу палатки. В принципе, просторно было достаточно, но жестковато, потому что большинство индийцев вообще спят на полу или, ну, когда-либо в жизни 100% спали на полу. Так что это и полезно для спины. Те, кто йогой занимаются, знают. Ну, фактически на земле. То есть вот здесь вот такая вот. Я думала матрасик, но сейчас с утра посмотрела, это даже не матрас, какой-то поролон и все. То есть можно даже прочувствовать все там какие-то углубления в земле, кочки. Все это ощущается спиной, когда ты перекатываешься с бока на бок. Артур, иди тоже расскажи зрителям, вообще, в принципе, поделись впечатлениями. Артур говорит, я не знаю, слышно вам, или он еще не выспался. Продолжаю этим заниматься и ощущать. Но видно, что ребенку нравится. Мне тоже понравилось звуки природы. Слышно было каких-то насекомых, вот даже и сейчас тоже слышно. Потом слышно было пение птиц, это уже под утро, конечно. И были какие-то и жутковатые звуки. Какие-то... В общем, я сначала испугалась, но потом я поняла, что это собачки. Собачки рядом с нами пристроились, и они издавали. Но сначала было страшновато. Так, ну давайте я вам покажу при дневном свете этот палаточный городок. Вы видите, как их много, около 100. И они все находятся в притирку друг с дружкой. А нам сказали, что по выходным здесь все палатки заняты, то я представляю, что здесь творит. В основном сюда приезжают, это молодежь, парочки. Проснулся. Ну, это мы, видите, сюда пришли с ребенком, а так в основном все здесь останавливаются пары. Вот, кстати, вот эта вот пара, с которой мы познакомились, а это ее, не знаю, муж, не муж, но она почему-то сказала мой друг. Вот. И видите, как они с утра проводят время. Сейчас у нас 7:30, а они уже где-то с 7 утра вот вышли поиграть в бадминтон. Влюбленные обезьяны. Артур говорит, мам, пожалуйста, сними. Так, смотрите, здесь как-то уже не очень чисто, хотя людей было вчера мало. Ну, вообще, знаете, такой неплохой бизнес. Остановиться, ну, мы-то здесь бесплатно, потому что мы по дружбе здесь сюда пришли. А вообще остановиться здесь обычному туристу стоит 3000. Вы видите, фонари до сих пор горят. И всю ночь горело, так что не страшно было выходить в туалет. И вот что я вообще подумала, что достаточно выгодный бизнес. Представьте себе, вот сколько много палаток, это, считай, номеров, которые, ну, практически не надо убирать. Если у нас на уборку тратится около часа, то здесь что, зашел, поменял постель, и все, можно принимать следующего клиента. С едой на питание, 3-разовое питание. И еще развлечения. Ну, а развлечения здесь музыка, причем здесь, так как это находится вдали от центральной улицы, вдали от полицейского участка, музыка, если надо, будет звучать до утра, и можно будет веселиться как угодно. Потом еще в качестве развлечения здесь походы на точки обзора. Желающие могут пойти на рассвет, посмотреть красивый рассвет. Вот, это все, как бы, как говорится, входит в стоимость, но цена вырастает, то есть 3000 это стоит в обычное время, а когда сезон, какие-то праздники, тогда вырастает 4-5 тысяч. Ну, очень здесь грязно, ребята, вообще аж прям противно. Боже мой, ну неужели нельзя было прибраться? Ну, то есть это модный сейчас отдых, это что-то новое, это открыли здесь буквально меньше года назад, и, ну, такой срач. То есть, ну, обычно, как бы, да, знаете, когда что-то только открывается, за этим заведением следят, чтобы клиентов больше привлекать. Смотрите, как печально на это смотреть. То есть по всей территории вот так, ну, пройтись рядом с палатками мусор. И здесь вот, как за обочиной, просто горы мусора. Я надеюсь, вы услышали, хоть немножечко услышали звуки природы. С утра настолько насыщенный этот звук, пение птиц хором прямо поют.
Вот, а мы решили получить все-таки эстетическое наслаждение после увиденного мусора. Ну, настроение немножечко испортилось. И я предложила Параму все-таки пойти и посетить какую-то панорамную площадку. Вот сейчас мы вместе с вами посмотрим красоты нашего Матерана. А где мои дорогие мужчины? Ау! Это же шутник. Вот сюда, ребята, мы могли бы прийти встречать рассвет, но проснулись гораздо позже. И, соответственно, солнце уже давно взошло. Ну, я здесь впервые. Артур попросил сока, вот ему сейчас женщина готовит лимонад. Ждет, сидит. Я смотрю, Артур пьет лемон джус красного цвета. Артур, да, подумали сначала, что туда насыпали каких-то красителей, а потом Парама объяснил, что вот эта вот женщина, продавщица, говорит, что с утра на голодный желудок нельзя пить лимонад, лимонный сок, это вредно для желудка, и посоветовала, то есть не то, что посоветовала, как бы поставила перед фактом и приготовила вот этот вот сок из каких-то ягод. Парам, what's this juice name? Коком. Коком, наоборот, то есть это наоборот очень хорошо принять стаканчик. Слушайте, насчет уборки здесь похоже, что не особо заморачиваются, а вот животных любят. Покормили их с утра уже, вот принесли завтрак. Кстати, вот они мне и спать не давали. Пугали меня вот эти вот щенки. Плюс еще здесь кошка с котенком. Котенок вчера у Артура на ручках уснул. Потом слышу, кричат: где маленький котенок, где маленький котенок? Ну, забрали, куда-то определили. То есть, ну, видно, что они здесь за животными следят, переживают, чтобы, ну, не дай бог, там с ними что-то не случилось. Боже, какой хорошенький. Здесь делают ремонт. И скоро здесь будет просто дворец. Вот одна уже готовая комната. Ну, просто обалдеть можно. Смотрите, как здесь классно. Вот это да. Супер. Так что, видите, у индийцев просто все очень медленно. Я думаю, что скоро это место будет очень знаменитым. То есть помимо этих палаток, которых Сачинбай сказал 150, то есть сейчас не все выставили. Помимо этих палаток здесь еще есть номера. Ну просто еще, видите, ну как бы да, не готово. Ремонт, на стадии ремонта. Ну вот это обалденно. Так стильно. Так, и вот еще, посмотрите, какое зеркало. Так, я, видите, в спальном костюме, в пижаме. Так, а ну, да. 40,000. 40 тысяч одно зеркало стоит. Я представляю, сколько тут будет стоить остановиться. То есть все здесь будет круто, пока так. Не сдают они пока еще номер. Ну, естественно, да, люди не захотят даже в таком крутом номере жить, когда, вот смотрите, за дверью что происходит. Ребята, это очень старая британская бунгало, построенная более 100 лет тому назад. И вот сейчас его реставрируют. Всего будет здесь 10 вот таких вот номеров, как я вам показала. И на этот вот номер они потратили, Сачинбай сказал, где-то $30 тысяч. Ну, такой серьезный вклад. Опять Артуру повезло, и обратно он мчит на коне. Ну, не мчит прогулочным шагом, но все равно классно. Вот это вот впереди муж Нихи. И мы его встретили по дороге. Одна лошадь, на одной лошади он, а вторая в холостую. И он предложил, ну, пусть Артур, наездник наш матеранский, едет на коне. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.